Ну что ж такое, опять у нас сегодня видео не для мужчин. Поэтому я прошу моих дорогих мужчин, кто меня смотрит на этом канале, попкорн не брать. Хотя я знаю, что вы будете смотреть тихонечко, из любопытства, и вы можете это делать, и даже мне что-то можете написать на эту тему, но, честно говоря, видео, правда, скорее для женщин, и я бы попросила женщин вместо попкорна или вместе с попкорном взять блокнотики и ручки, или просто немножечко послушать меня внимательно и в комментариях ответить, что вы будете чувствовать по поводу того, что я вам буду говорить. Сегодняшняя наша тема – топ-20 манипулятивных фраз или семантика, которой пользуются манипуляторы. Причем пользуются они этими фразами, этими выражениями буквально ежедневно. И иногда могут насыпать несколько штук вам на голову просто в один момент, прямо в один день. У меня был такой опыт, поэтому я очень хорошо знаю, что это такое. Некий компот из эмоций, в которых вы потом не можете разобраться. Хотя должны ли? Должны ли? Итак, я Лизавета Царькова-Голофаст, практикующий физиогномист. Я составляю психологические портреты личности, анализируя черты лица. И те, кто на меня подписан, очень хорошо об этом знают. У меня здесь есть даже клиенты, которые заказывали это. Я работаю индивидуально, провожу консультации. Я работаю с парами. Если есть конфликты, да, по лицу можно сказать, в чем дело. Также я тренер по гимнастике для лица. По средам мы встречаемся здесь, на этом канале, на тему красоты и техники естественного омоложения. Но сегодня мы поговорим о достаточно сложной теме, которая встречается в нашей жизни широко, и я хочу вас попросить. Сейчас будет первая часть, и мы разберем 10 фраз манипуляторов. То есть манипуляторы – это абьюзеры, да, которые пытаются манипулировать вашими чувствами и что-то от вас без конца хотят. То есть хотят от вас ваш ресурс. У них у всех могут быть очень разные цели, но в большинстве случаев это доступ к телу. Да. Доступ к телу, к вашим эмоциям, к вашему вниманию. И если вы пропустили момент, когда, познакомившись с манипулятором, вы не распознали его сразу, я предлагаю вам в соответствии с вот этими выражениями понять, что перед вами точно манипулятор и что ничего хорошего из отношений с ним у вас не выйдет. Опять-таки, я опираюсь на свой личный опыт, а также на свой практический опыт наблюдения за людьми и работы с другими женщинами на эту же тему. И у меня есть одна из историй таких самых махровых отношений с абьюзером. Вот здесь первая часть, вы можете посмотреть. Первая часть, но если вы будете смотреть первую, смотрите, пожалуйста, сразу все, чтобы вы понимали, как там разворачивались события и под каким углом на это смотреть. А мы не будем долго здесь с вами разговаривать, и мы переходим к первой фразе. Итак, топ-20 выражений манипулятора. Сегодня первые 10. Фраза номер 1. Я же для тебя это делаю. Еще раз. Я же для тебя это делаю. А теперь в контексте. Запишите ее, пожалуйста. И попробуйте пронаблюдать, где вы последний раз от кого ее слышали. Когда человек сделал для вас, якобы для вас, вообще непонятно больше для кого, для себя или правда для вас, что-то, о чем вы не просили, и теперь, когда он приходит к вам такой, чуть ли не со счетом, да, с предъявой такой, я для тебя это делаю, а вы не просили, вам это не нужно, более того, вам это может быть совершенно не ценно, не нужно, вы не хотите за это рассчитываться, а он требует платы. Не так, чтобы напрямую, но как бы косвенно дает вам понять, что вы ему должны, потому что он же для вас это делает. А то, что вам это не надо, это другой вопрос. Это же ваши проблемы, что вы не хотите принимать. Но он же делает это для вас. Пожалуйста, какие чувства вы испытываете при этом? Вот поделитесь, пожалуйста. Фраза номер 2.
ты все неправильно понимаешь. Ты все неправильно понимаешь. Записали? Особенно, когда вы поймали его четко на вранье. Вот откровенное вранье. И понимать там нечего. И вы прекрасно понимаете, что все ясно. Но вас хотят ввести в заблуждение. Каким образом? Сделать из вас непонимающую сторону, да, якобы виноваты. Ты все неправильно понимаешь. Значит, вы видели что-то своими собственными глазами, которое имело вполне конкретный смысл. Но вас хотят убедить, что нет, 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 это совсем не то. Это вообще не так. Что вас хотят убедить в том, что вы фантазерка, что вы пребываете в иллюзиях, что вы оторваны от реальности. Конечно, вы ничего. Что вы можете понять в этой жизни? Правильно? Смотрите, это одна из фраз, которая может использоваться каждый день постепенно, сравнивая вашу самооценку с нулем, ближе к плинтусу и ниже к плинтусу. Понимаете, в чем проблема? Потому что вас заставляют сомневаться в собственных чувствах, ощущениях и тому, что вы видите и слышите. И вам говорят, нет, ты все поняла неправильно, все не так. Фраза номер 3. Ты слишком остро реагируешь. Дорогие мои, вспомните, пожалуйста, на что вы правда отреагировали остро. Вот правда остро. Нарушение ваших личных границ. Вы отреагировали остро. Опять-таки, откровенное вранье. Или когда человек перекручивает факты. Или когда имела место какая-то вот необязательность, какая-то ненадежность. Вы рассчитывали, он обещал, но в итоге вы это ничего не получили, он ничего не сделал. И вы ему выражаете свои чувства по поводу того, что произошло не так, либо не произошло, а должно было произойти. И он говорит, да ты слишком остро реагируешь. Да ты очень эмоциональная. Ты слишком эмоциональная. Обесценивание, да, ваших чувств. Вам это нравится? Как вы себя чувствуете при этом? А если вам каждый день такое будут говорить? Фраза номер 4. Это вообще улет. Вот если бы ты меня любила. И там следует, вот называется «Продолжите предложение». Вот если бы ты меня любила. Давайте вы на эту фразу напишите ваши варианты в комментариях. Что мужчины добавляют к этой фразе, сделав такую многозначительную паузу, отведя взгляд или что-нибудь еще при этом? Что? Ты бы не задавала мне таких вопросов, к примеру, да? Ты бы не ставила меня в неловкое положение. Ты бы не заставляла меня что-то делать. Ты бы не ждала от меня чего-то, да? Любовь у нас предполагается без ожиданий. Продолжите, пожалуйста, фразу. Вот если бы ты меня на самом деле любила, что? Что они добавляют? Фраза номер 5. Это ты меня опять довела. Я ее слышала огромное количество раз. Во всех отношениях с абьюзерами. Во всех. Знаете, в чем проблема этой фразы? Вернее, что стоит за ней. Вот ты меня опять довела. Всегда хотят спихнуть свою вину на вас. У меня была такая ситуация, причем не один раз, а вот много раз, когда мне мой бывший партнер, очень бывший, а позапрошлой жизни он был, говорил, мне нужна твоя помощь. Вот это реальный кейс, вот просто себе возьмите на заметку. Мне нужна твоя помощь. У меня вот здесь по работе несостыковки. Я вот здесь не знаю, как сделать вот это, не знаю, как сделать вот это, не знаю, как сделать вот это. И тут же он добавляет, ты же понимаешь, что это в наших интересах, мы еще коснемся этой фразы, чтобы здесь все сложилось хорошо. Но я не могу понять, как мне вот здесь вот это все разрулить. Почему он пришел ко мне с этим вопросом?
Потому что я в прошлом имею очень большой управленческий опыт. Причем у меня опыт работы в большой системе, где мне приходилось общаться как с вышестоящим руководством, несколько ступенек, так и с подчиненными. У меня было больше 200 человек в прямом подчинении. Сдуреть можно. Ну, на самом деле. Как я там выжила, я не знаю, занимая, да, руководящий пост. Но тем не менее. То есть он ко мне приходит как к компетентному лицу, просит мой совет. Я смотрю на ситуацию, задаю ему вопросы и спрашиваю, где здесь проблема. Он говорит, вот здесь и вот здесь. Я говорю, смотри, есть два варианта решений. Можно пойти вот таким путем, вот он, вот такой путь, и мы придем вот к этому результату. А можно идти вот этим путем. Будет немножечко дольше, немного сложнее, но мы все равно приходим к тому результату, который тебе нужен. И он говорит, спасибо, я об этом даже не подумал. И убегает такой на работу, довольный, радостный. Его проблема решена, и ему нужно ее просто внедрить, просто реализовать одно из этих двух решений. Но там был нюанс такой, там надо было сориентироваться по ситуации, какое из решений реализовывать. Но они оба были очень качественные. У него было решение, но у него было плохое решение, поэтому он его реализовывать не хотел, потому что там риски и все плохо было бы. Честно говоря, я не знаю, как он пришел к этому решению, но это уже не мои вопросы. Приходит вечер, он возвращается домой, и я говорю, не то что злой, очень злой. Я спрашиваю, в чем дело, что не так? Он говорит, у меня все плохо. Я говорю, ты решил свою проблему? Он говорит, вышло все ужасно. Я говорю, мне странно, потому что решения были хорошие. Я говорю, расскажи, пожалуйста, какое из решений ты выбрал? Знаете, что я слышу? Он мне говорит, я не выбрал ни одно из твоих решений, я сделал по-своему. Я говорю, а почему? Ну тогда понятно, почему все вышло плохо. И он мне говорит, потому что ты меня недостаточно убедила в том, что твои решения лучше. Ты виновата, из-за тебя теперь у меня проблем стало больше, задача не была решена, и теперь как ее решать, никто не знает, потому что он там вот эту вот кучу наворотил, усугубил ситуацию, а она была денежно-управленческого, там, структурного характера, еще и задействовано руководство. Понимаете? Сначала он пришел ко мне за советом, а потом, не воспользовавшись ничем из того, что я предложила, сделал по-своему, как было хуже, и обвинил меня в том, что я его не убедила. Был потом еще ряд похожих случаев, когда он говорил, ну ты меня опять подвела. Вот почему ты не убедила меня вот в правильности твоего решения? Простите, как можно убедить в каких-то очевидных вещах? Я еще убеждать должна? Это вообще не мои проблемы. Он пришел, спросил, и я дала. Это его проблемы, как он будет поступать. Но он сделал, как захотел он, да, не доверяя, возможно, мне. Я не знаю, в чем там. Я до сих пор не знаю правды в этой ситуации. Но меня он обвинил в том, что я виновата оказалась в том, что его решение не сработало. Поэтому, если у вас есть похожие ситуации, имейте в виду, что они будут повторяться, они системные, и человек так живет. И в следующий раз он запросто сделает то же самое. Угу. Фраза номер 6. Без меня ты не справишься. Еще один кейс. Без меня ты не справишься. То есть сразу же вам мужчина дает понять, что вы никто и ничто. И порешать ничего не можете. Смотрите, здесь есть, конечно, контекст. Если у вас хорошие отношения, человек с юмором,
и вы где-то когда-то в какой-то ерунде, реально ерунде слегка налажали, он может сказать легко: там, ты без меня не справишься, давай я сам картошку почищу там, или обед приготовлю из серии. Это одно дело. Но когда дело касается серьезных вещей, и тут такое, когда нет юмора, когда это не шутка, когда человек реально убежден в вашей зависимости от него, и он говорит: да ты без меня не справишься. Кейс из моих отношений с абьюзером и с манипулятором. Мы планировали совместное будущее, в итоге возник вопрос контракта на квартиру, и он мне такой говорит: мне выставляют условия, которые мне вообще плохие, да, нашего будущего совместного проживания, для меня неподходящие, неприемлемые, ужасные просто. Вот. И я говорю: почему ты думаешь, что я на это соглашусь? Знаете, что он мне отвечает? А у тебя нет другого выхода. Ты не справишься без меня. Мы расстались на следующий день вечером, то есть фактически через сутки. А через 3 суток моя проблема была полностью решена без его участия. Он был в шоке. Он не мог понять, как такое возможно. Как это я, такая якобы зависимая от него, справилась без него. Но видели бы вы этот триумф в его глазах, на его лице, когда он думает, что я правда зависима, на день раньше, и говорит: да ты без меня не справишься. В скобках читаем: да ты никто, я тут все решаю. Я порешала все без него. Причем вопрос, правда, был сложный. Поэтому фраза номер 7. Ты опять все испортила. Понимаете, да, о чем? Сама виновата. А на самом деле виноваты не вы, а виноват он в той ситуации, которая была допущена или которая сложилась. Но ему неудобно признавать свою ошибку, свое поражение, что он промахнулся. И он говорит: да ты сама во всем виновата. Угу. Вы все испортили. А мы, женщины, в большинстве случаев, не все, но в большинстве случаев мы существа эмоциональные. И мы сразу воспринимаем это, да, что мы, правда, набочинили. Но здесь можно немножко поэмоционалить, каких-то там несколько минут, а потом включить мозг, посмотреть на ситуацию и понять, что вашей вины нет, что вы сделали все правильно, вы ничего плохого не сделали, и что виновата противоположная сторона. Но она это не признает никогда в жизни, а вы будете крайние. Опять-таки, это будет повторяться систематически. Не надейтесь на то, что это исчезнет, потому что вы так захотели. Фраза номер 9. Ты должна меня понять. О, девочки! Когда он вместо прекрасного романтического ужина ведет вас в бар, где платят только за выпивку, а закуску вы едите бесплатно в качестве ужина, он мне говорит: ну ты должна меня понять, у меня же бюджет. Ну у меня же дети от 1-го, и 2-го, и 3-го брака. У меня у меня были отношения с мужчиной, у которого было 2 брака. Слава богу, разведен был официально. 2 брака и 5 детей. Последнего он содержал. До 25 лет они обязаны содержать, да, детей. И он мне говорил: ну ты должна меня понять, я же обязан содержать свою дочь. Поэтому он не говорил вслух, но подразумевал всегда: поэтому я экономлю на прогулках с тобой. Когда вам вместо подарка по какому-то серьезному поводу дарят какую-то фигню. Или когда вам не оказывают поддержку, ту, в которой вы нуждаетесь, а вы получаете из серии какую-то
отмазку, а не поддержку, видимость поддержки. И вам говорят, ну ты же должна меня понять. Ну не могу я сейчас, не могу я так, не могу я иначе. Они все могут. Мужчины, которые очень мотивированы, они могут все. Но вы не обязаны его понимать. На самом деле, понять в чем? В том, что он где-то не приложил больше усилий, не проявил больше внимания, не проявил больше заботу. И он не хочет этого делать. Он не хочет, а вам говорит, ну ты же должна меня понять. Он чего-то не делает, но ты же должна меня понять. Будьте, пожалуйста, внимательны к этой фразе. Она нехорошая. Фраза номер 10. Ты обязана меня поддерживать. Ой, сейчас расскажу цирк. У меня вообще был цирк, вообще ужасный. Я обязана, да, была его поддерживать. В том, в чем я не считала нужным его поддерживать. Первое. Но он от меня этого требовал. Второе. В качестве поддержки он просил от меня вранье своей семье, сколько мне лет, чтобы его семья не оценивала и не высказывала свое мнение по поводу разницы в возрасте в 20 лет. Он попросил меня сказать, что мне 49, 48. Я выгляжу, да, на 48. Он говорит, чтобы у нас разница была 15 лет, 14 лет. Знаете, так не так страшно. Я говорю, у нас разница 19 лет. Ну, почти 20, 19 лет. Какая разница? Все равно, как бы, все узнают. Нет. Я должна была его поддержать. Более того, когда у нас с ним уже что-то было, я обязана была сохранять вид этакой девственности, мать двоих детей, да, что у нас ничего нет. Нет, мы просто знакомимся, мы дружим, да-да-да. Зачем? Ради чего? Поддержи меня. Понимаете, какую поддержку от меня хотели? Там еще был ряд случаев, когда он просил в качестве поддержки откровенно наврать его друзьям. Не друзьям, ну ладно, но наврать. Вот эта поддержка, скажите. Причем она не имела никакого смысла, но для него это было важно, чтобы они чего-то там не узнали. А чего-то там не узнали, чтобы не составили, чтобы что-то не думали. Потому что на их мнение, как оказалось позже, он планировал опираться в будущем при принятии своих решений. И он так и сделал. Причем не один такой. Поэтому вот эти, пожалуйста, 10 фраз, особенно последнюю, будьте внимательны. У вас есть время до следующего выпуска этого видео, продолжение с этими выражениями. Пожалуйста, понаблюдайте вокруг себя, от кого вы их слышите, и не используете ли вы это сами. Ну, обычно, честно говоря, женщины, я такого не слышала. Очень мало. От мужчин, да. А мужчины, которые тихо сидят и слушают, и думают, что их не видно здесь, я не вижу ваши ники, правда. Конечно, пока вы не напишете, пока вы не проявитесь. Вот. Я хотела бы знать, что вы думаете по поводу этих фраз. Используете ли вы их в отношениях со своими существующими либо потенциальными партнершами. И если вы это все используете, задумайтесь о том, почему у вас партнерши до сих пор нету. Хорошо? А мы на сегодня с вами заканчиваем. И вторую часть посмотрите, пожалуйста, ровно через недельку. Хорошо? Или отследите по анонсам, я всегда сообщаю, что происходит на моем канале. Рада была вас всех видеть. Надеюсь, сегодняшняя тема была для вас практически полезна, потому что она вытащена буквально из моего практического опыта. И особенно мне было неприятно, особенно мне было больно, когда человек, который за 3 месяца не сказал ни одной из этих фраз, на первой неделе 4-го месяца наших отношений вывернул мне их все в один момент на голову. Остальные фразы, я, конечно, была в шоке от этого всего. Остальные фразы я расскажу вам в следующий раз.
Наблюдайте, пожалуйста, за своими ощущениями. И до новых встреч. Увидимся через неделю.